Так, друзья, всех приветствую. И большой вам салам алейкум. Сегодня хотим показать вам, как мы установили медную вытяжку. А также в следующем выпуске, если будете следить за нами, мы вам покажем, как еще установили нашу флюгарку Millennium Hi-Tech, только в другой расцветке. Отлично. Ребят, настоятельно рекомендуем вам подписаться на наш канал, да, нажать на колокольчик, потому что в следующих выпусках мы покажем еще, как изготовили ставни медные, да, то есть далее у нас будет еще выпуск про медную флюгарку, будет много интересного, будет жарко, примерно 900 градусов, как ни крути, по Цельсию, да, Андрюха? Пайка по-другому не работает. Да. Итак, что еще остается? Выключаем камеру и погнали на объект. Наша вытяжка, она должна быть установлена над камином. Вот. Мы ее на нашем производстве изготовили, также чернили, да, то есть это была чистая медь. Вот. Сейчас мы ее установим, после этого снимем пленку и покажем, как она выглядит, какие элементы декора здесь еще применены. Что, друзья, у нас тут произошел не то что небольшой конфуз. Вот, мы сейчас зафиксировали, частично, скажем так, зафиксировали нашу вытяжку. Вот, а сам конфуз заключился в том, что мы, значит, установили такое кольцо, тоже медное. Вот, купили, значит, саморезы из нержавеющей стали. Вот, я вам покажу сейчас эти саморезы. А дюпели взяли со склада с нашего, да, то есть и дюпели оказались размером меньше. А вот, кстати, момент, который не дал нам работу произвести спокойно. Значит, мы купили специальные саморезы из нержавеющей стали, вот, глухари, со склада с нашего зацепили дюпели восьмерочка. Вот, а оказывается, что внутренний диаметр маленький. Вот, пришлось съездить бегом, да, и купить дюпеля под десяточку. И сейчас мы их закрутили благоуспешно. Так, ну что, вытяжку зафиксировали четко на дюпеля, вот, к стене. Сейчас все держится замечательно. Вот, что мы сейчас делаем? Надо изначально изнутри, с наружной части установить нержавеющую трубу до конца, чтобы был доступ к хомутам, закрутить уже его к самой вытяжке изнутри. Итак, вот мы вышли на улицу. Андрей уже соединяет трубы из нержавеющей стали, которые мы загильзуем, соединим их с внутренней трубой из меди. Вот, трубы и все элементы тоже мы изготовили в нашей мастерской, изготовили в цеху. Вот. После того, как все это дело мы установим, будем наполнять трубу кирпичную, да, утеплителем. В данном случае это минеральная вата, не горючая. Вот. И только в конце мы установим наш колпак. Вот, наш колпак установим на трубу. Погнали! Ребят, придаем большое значение деталям. Несмотря на то, что мы знаем, да, что оцинкованные болты на совместимость, у них нету проблем с нержавейкой, но все же мы купили и болты, гайки, то есть там весь крепежный комплект купили тоже из нержавеющей стали. И так получается, что хомуты у нас из нержавеющей стали, да, то есть и крепежные элементы тоже из нержавеющей стали. Что считаю правильным. Вот. Ну и скоро поднимемся с Андрюхой, поднимемся на кровлю. Который был ранее установлен, я считаю, что ребята, кто его установили, они очень сильно поторопились.
Но этот колпак, знаете, там изготовлен так скажем, очень похабно. Это видно по сетке. Вот, установили ее, можно выразиться простым языком, установили ее от балды. Вот так вот, как есть. И у нас будет установлен, значит, вентилятор, электрический вентилятор. И у него высота сама, то есть там под 30 сантиметров. А они дали высоту здесь 15 сантиметров. Поэтому пришлось все демонтировать. Вот, и здесь будет установлен наш колпак. Ну что, вытяжка на месте. Андрюх, покажи свое творение, по большей части, как бы ты занимался, да, то есть ею. Сколько времени заняло вообще изготовление вот этой вытяжки? В целом, с чернением и прочее. 3-4, может быть, больше, потому что там не фиксировали, там определенное время занимались и другими проектами, помимо этого. Поэтому как-то... С шибером помучились мы знатно, да? Давай покажем, да, вот нашим зрителям. Ну, шибер у нас вообще форочные изделия четко работает одним пальцем. Можно в любом положении зафиксировать его таким вот образом. Ага. Ну, мы покажем изнутри тоже, как вся эта история работает. Мы видим, да, как бы здесь вот есть все же отверстие, не закрыто до конца. Это сделано специально с какой-то целью или как? Да, безопасность, чтобы мало ли забудут или что-то в этом роде, там, чтобы хотя бы какая-то там поток воздуха был, чтобы уходил дым. Я понял. То есть не закрывается поток целиком, да, как бы наглухо, скажем так, если пользователь забыл открыть, да, как бы шибер, и он остался закрытым, чтобы была возможность циркуляции, да, как бы, чтобы вот дым, накопившийся здесь в помещении, смог естественным... В особенности газы вредные. Ну да, угарные газы и так далее. Вот, такую вот работеночку мы проделали. В случае чего, ребята, обращайтесь, скоро эта вытяжка будет на нашем сайте. Можете сделать заказ, и мы изготовим, может быть, даже что-то интереснее, чем то, что вы увидели сейчас. Да, Андрюха? Так что присылайте крутые проекты, мы всегда рады взяться за них. Окей, а мы вам, в свою очередь, покажем, как устанавливаем колпак. Плюс ко всему, следите за нашим сайтом. Мы изготовили ставни, защитные медные ставни на окна. Это тоже очень крутой и интересный проект. Подписывайтесь, пишите комментарии, поддержите нас всячески. Мы в этом нуждаемся.